Пересмотрев недавно первого Шрека в оригинале, я начал воспринимать его иначе. Я сравнил английскую озвучку с нашим русским дубляжом и заметил множество больших и мелких деталей, которые заставляют расценивать эту историю по-разному в обеих версиях. Подобный ролик уже выходил на моем канале, но он был про вторую часть. Тогда я пренебрег первым Шреком, так как посчитал, что в нем ничего такого нет. Но как оказалось, все совсем не так. Давайте начнем. В интернете и у меня на канале в частности про Шрека сказано столько всего, что уже даже как-то странно повторять одни и те же факты по несколько раз. Но для того, чтобы вы поняли суть того, о чем я буду говорить далее, мне придется добавить контекст, про который я уже не единожды говорил. Многие из вас знают, что Шрек — это пародия на Дисней, на все эти истории про принцев и принцесс. Первый Шрек не тонко это высмеивает как только можно, но в русской версии этого гораздо меньше, чем в оригинале. В английском сценарии это происходит фактически в каждом предложении. А еще там немало взрослых шуток, про которые мы поговорим чуть позже. Правда, завуалированно, ведь в противном случае YouTube меня не простит. Наибольшим удивлением для меня стала Фиона. Смотря Шрека на русском, я априори воспринимал ее как такую пацанку. Она совершенно отличается от обычных принцесс. Этому во многом способствовала именно русская озвучка. Но на английском Фиона первую половину своего экранного времени выглядит сугубо шаблонно диснеевской принцессой без своего мнения. Это здесь носит абсолютный характер. У меня сложилось впечатление, что Фиона просто сошла со страниц сказки. Только через определенное время хронометража я начал понимать, что она не совсем обычная. По крайней мере, в ней есть потенциал для изменений. Клишированность Фионы безусловная. У нее специфический акцент, голос, тон. Она говорит примитивные фразы, которые вы услышите от любой принцессы, а также добавляет различные окончания из старого английского. Такие вы можете увидеть в классических книгах и просто сказках о Белоснежке, Золушке, Спящей красавице и так далее. В один момент, кстати, Шрек даже начинает подражать этому тренду со стороны Фионы, но делает это нелепо. Далее, несколько очень занятных моментов со слом. Ну, во-первых, на протяжении всего мультфильма он пытается петь песни в диснеевском стиле. В нашем дубляже локализаторы это полностью упустили и решили просто добавить какие-то песни из головы. По крайней мере, они не вызывают ассоциаций с Диснеем при прослушивании. То ли дело английская версия. Уж лучше в темный лес, чем сапахать, как лошадь. Сам же осел предстает перед нами достаточно разным в обеих версиях. На английском его озвучивает Эдди Мерфи, который придал Ишаку явно афроамериканский акцент. И плюс к этому, его речь наполнена различным сленгом и грамматическими ошибками. You might have seen a housefly, maybe even a superfly, but I bet you ain't never seen a donkey fly. Can I say something to you? Listen, you was really something back there. Incredible. I mean, I sure as heck ain't no coward, I know that. В то же время на русском осел обладает обильным словарным запасом, а также его грамматика не имеет дефектов, как в оригинале. Может, видел Карлсона или Питера Пэна, но вот порхание осла ты не видал. Можно мне сказать? Да великолепен. Это что-то с чем-то. Нет слов. Да, в остальном же он остался неизменным. Его шутки почти идентичны. Но ранее перечисленные отличия уже создают для нас две версии одного и того же персонажа. Один из которых балаболит со скоростью света, вставляя сленговые выражения, а второй более спокойный и гармоничный. А теперь давайте пройдемся по хронометражу, чтобы посмотреть на конкретные недочеты и изменения в дубляже. В самом начале мультфильма, прямо перед уже легендарным треком, Шрек прерывает чтение истории со словами, что все это бред. На русском после этого он ничего не произносит, но в оригинале Шрек говорит фразу «What a lot of...». Сама фраза не закончена. Несложно догадаться, что Огур собирался добавить слово crap в конце. Само это слово имеет несколько значений: бред, ерунда, чепуха и говно. Так вот, это своеобразная игра слов. Шрек имеет в виду, что то, что он прочел, чепуха, но при этом он смывает унитаз, что отсылает нас к последнему переводу этого слова. Он смывает, сами знаете что, и будто удивляется, что навалил такую кучу. Самого Шрека в оригинале называют Огром, и все. Но наши русские локализаторы, видимо, решили разнообразить речь героев и перевели это слово несколькими вариантами. Огр, тролль, великан. Поздравляю, тролль!
Не совсем ясно такое решение, ведь в сути эти слова обозначают разных существ. Но да ладно, об этом уже на ютубе было много сказано, поэтому идем дальше. Следующий момент тесно перекликается с одним фактом. В русском дубляже Шрека просто масса дополнительных звуков, которых нет в оригинале. Порой это выглядит неестественно и глупо. В моменте, когда небольшой отряд натыкается на Шрека в лесу, все солдаты, кроме командира, убегают. Только вот почему они убегают, разнится в обеих версиях. В оригинале командир замечает, что его отряда больше нет, и он остался один. После этого он понимает, что ему нужно делать ноги. А на русском решили добавить рык Шрека. Видимо, локализаторы посчитали, что русскому зрителю будет непонятно, почему командир убежал. Этот рык, кстати, еще в детстве казался мне неподходящим, будто вставленным. You in what army? А селенок хватит? И вот такого тут пруд-пруди в каждой сцене. Адаптаторы принимают русского зрителя за идиота и пытаются как можно жирнее объяснить, что персонаж чувствует в определенный момент. В целом, это почти незаметно, когда смотришь только в дубляже. Но когда ты в курсе, как все устроено в оригинале, тогда тебе это начинает резать слух. Вот вам нарезка из нескольких таких моментов. That would be my home. Это мой дом. Когда Шрек впервые слышит голос осла, на русском он выглядит удивленным, что тот умеет говорить. Да великолепен. Это что-то с чем-то. Нет слов. Ты говоришь со мной? Хотя по оригинальному сценарию Шрека не может удивить, что какой-то ишак умеет разговаривать. Поэтому в американской версии он спрашивает: «Ты разговариваешь со мной?» Акцент именно на «со мной». Listen, you was really something back there. Incredible. Are you talking to me? Чуть позже, когда нам впервые демонстрируют лорда Фаркуада, происходит интересная игра слов в оригинале. Пряника пытают, он не выдерживает и вместе со слюной выбрасывает такую фразу: «Eat me». Вы все понимаете, что это значит «съешь меня». Но данная фраза также имеет и второе значение, что-то вроде нашего «выкуси». Таким образом, пряник, являясь едой, говорит «съешь меня», но имеет в виду дерзкую фразу, именно которую на русский и перевели. Через время в мульте появляется несколько шуток, связанных с лордом Фаркуадом. Все они очень плохо локализированы на русский. Каждая из них так или иначе стебет рост лорда. Men of Farquaad stature are in short supply. Шрек тут опять играет со словами. Он говорит, что такие мужчины, как Фаркуад, are in short supply, то есть труднодостигаемые, на вес золота. Но при этом он делает акцент на слове short, которое само по себе означает низкий или короткий, таким образом отсылая на рост Фаркуада. Но Фиона этого не понимает, и шутку подхватывает осел. Oh no, Shrek. There are those who think little of him. Опять же, рофл над ростом. Для Фионы слова ишака имеют такой смысл. Есть и такие люди, которые плохо думают о Фаркуаде. To think little of him — это означает быть невысокого мнения о нем. Осел делает акцент именно на слове little, которое вы и так все знаете. После этого Фиона решает вступиться за лорда, говоря следующее. You know, you're just jealous that you could never measure up to a great ruler like Lord Farquaad. Она тут говорит, что Шрек со ослом никогда не смогут достичь уровня Фаркуада. При этом использует фразовый глагол measure up. Сразу после этого Шрек отвечает следующим. But I'll let you do the measuring when you see him tomorrow. Огр использует слово measuring из того же фразового глагола measure up в его исконном значении, имея в виду, чтобы Фиона сама отмерила рост лорда на следующий день, когда его увидит. Это целый ряд шуток, которые просто были упущены на русском. Чуть позже Робин Гуд и его молодцы, нападая на главных героев, поют песню, в которой двусмысленно звучит намек на половой акт. I
like an honest fight and a saucy little maid. What he's basically saying is he likes to get paid. Молодцы поют следующее. Он, Робин, в сущности говорит, что любит get, и после этого Робин заканчивает фразу, добавляя слово paid, то есть любит, когда ему платят. Но на самом деле, учитывая смысл предыдущего предложения, который подразумевал, что Гуду нравятся девушки, суть этих фраз разительным образом меняется. Молодцы поют, что Робину нравится get laid, что по-научному переводится как заниматься половым сношением. Но это сленг, и он переводится более вульгарно. Можете сами пофантазировать. Я такое на ютубе произносить не буду, по крайней мере на русском. В нашей версии, кстати, довольно неплохо попытались перевести этот намек, но все же не так ярко, как в оригинале. На девушек прекрасных люблю я посмотреть. Но проще сказать, Робин любит их. Да. Таких вещей в Шреке полно, но далеко не все они связаны с переводом, поэтому затрагивать их сегодня не будем. Далее у нас момент, который имеет место после вечернего разговора Фионы и Осла, который Шрек подслушал. Утром Огр и принцесса ведут диалог. Шреку кажется, что та обозвала его вчера ночью и не хочет с ним быть из-за того, что он большое зеленое чудовище. Хотя она говорила про себя. Вот такая беседа происходит. Who could love a hideous, ugly beast? I thought that wouldn't matter to you. Yeah, well, it does. Это очень тонкий момент, который на русском совершенно разрушен. Шрек дублирует слова Фионы с прошлого вечера. Девушка думает, что он понимает, что она говорила про себя, и потому отвечает «But I thought that wouldn't matter to you», что переводится как «Но я думала, что для тебя это не имеет значения». Она подразумевает, что считала, что Шреку все равно на внешнюю оболочку, и он бы полюбил Фиону, как бы она ни выглядела. И именно поэтому она расстраивается. Она думает, что это не так. А вот на русском и интонация не передает смысл, и сам перевод. Можно ли полюбить столь ужасного монстра? Разве тебя это волнует? Да, причем очень. Честно сказать, я даже не могу понять, к чему здесь вопрос Фионы о том, волнует это Шрека или нет. Примерно то же самое относится и к окончанию данной сцены, когда принцесса уезжает с Фаркуадом в Дюлок. Обратите внимание, какое пренебрежение присутствует в ее словах в оригинале. На русском тут даже не ясно, обижена Фиона на Шрека или нет, хотя в американской версии сразу понятно, что обижена. Fare thee well, ogre. Прощай, великан! Конечно, помимо всех вышеперечисленных несостыковок были и другие, но я посчитал их слишком мелочными. Несколько раз локализаторы оставляли английские фразы в дубляже, например, в самом конце, или когда Шрек со Слом только попали в Дюлок. Поросенок из 3 поросят намеренно говорит в оригинале так, как он разговаривает в сказке, из которой пришел. А имя принца Чаминга тут перевели как «Принц на белом коне». Вопрос, почему они не сделали то же самое во второй части, остается открытым. В любом случае, Шрек остается классикой как на русском, так и на английском. Отличия есть, но суть истории сильно не меняется. Как бы там ни было, я рекомендую всем смотреть фильмы и мультфильмы в оригинале, так как ваш экспириенс просмотра поднимется на новый уровень. Также можете глянуть мое видео о трудностях перевода второй части Шрека, да и вообще любое видео из этой рубрики, у меня их уже полно. Всем большое спасибо за просмотр и еще увидимся.